Всем привет, кто уже присоединился. Немножко расскажу о том, что я планирую показать и для чего. В общем-то, не считаю свои физические кондиции исключительными или уникальными. Однако столкнулся с тем, что мои ровесники зачастую демонстрируют крайне низкие показатели силовой выносливости и с большим трудом выполняют свои повседневные дела. И занимался пару-тройку раз с так называемыми тинейджерами, и вдруг с удивлением увидел, что существуют совершенно здоровые, на первый взгляд, люди, подростки, которые делают 4-5 приседаний и уходят на пульс выше 160 ударов в минуту. Увидел, что люди молодые без какого-либо диагноза не могут удержать лодочку или тому подобные упражнения. И это вновь меня натолкнуло на мысль, что на самом деле рекламируемые фитнес-программы, они рассчитаны на каких-то супергероев, которых довольно мало в нашей повседневной жизни. Мы начнем с упражнения, которое загружает передние мышечные ленты. Условно можно сказать, что на пресс, но я последовательный противник локального тренинга и предпочитаю все же многосуставные упражнения, многосуставные техники, в которых будет задействовано большее количество мышечных единиц. То, что я буду делать не на локальную гипертрофию, а больше на силовую выносливость, на выполнение повседневных обязательств. Может быть, мои силовые показатели сегодня с утра несколько снижены. Вчера с вечера у меня был настоящий фитнес. Немножко поработал, перетаскал больше тонны песка. И это, конечно же, влияет на следующий день, на физическую работоспособность. Итак, в начале передней мышечной ленты, условно говоря, на пресс, мы пойдем от простых техник, которые будут доступны даже ослабленным людям, и будем постепенно усложнять. И даже самое большое усложнение, которое сделал я, оно не максимальное. Затем мы поработаем над поперечной мышцей живота, и это будет уже не так динамично, как хотелось бы. И затем мы пойдем на длинные мышечные ленты спины и завершим подъемом таза, также будем активировать задние мышечные ленты. Я считаю, что предлагаемые техники позволяют поддерживать и укреплять свое здоровье, и выполняя довольно тяжелую физическую работу по дому, я вижу, что эти техники помогают, чего и вам желаю. Я работать буду под таймер, который не дает расслабиться, который дает динамизм в выполняемые упражнения, и также позволяет в соответствии с воззрениями, публикациями Силуянова в достаточной мере нагрузить митохондриальный аппарат мышечных клеток. Что будет нам подсказывать таймер? Таймер подсказывает 30-секундный основной период работы, когда главное, чтобы мышца лишь устала, и завершающие 10 секунд, за которые надо достичь жжения в мышцах. Затем идет отдых, 30 секунд мы отдыхаем, мы можем делать удияну, другие дыхательные техники, 10 секунд мы готовимся к следующему подходу и выполняем следующий подход. Если вы повторите сами ваши любимые упражнения с таким жестким таймингом, вы удивитесь, насколько мощно пробивает такая техника работающие мышцы. И когда мы соединяем упражнения в 4 подхода, эффект довольно сильно закрепляется. И я берусь утверждать, что подобной техники 2 раза в неделю вполне достаточно для здоровья позвоночника, суставов, спины. Да, конечно, можно дополнительно делать какие-то другие упражнения, но от 40 минут в неделю, даже при самом плотном графике, найти можно и выполнить можно. Ну, поехали!